Здравствуйте, мои дорогие! Рада вас приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. И сегодня я спросила у карт, какую тему нужно осветить. И выпало такое, что нужно рассказать, почему потух огонь вашей души. Хотя у меня, конечно, были несколько тем, очень много тем. Я посмотрела, что интересно сейчас людям. Но мне хочется на своем канале делать не то, чтобы не как все, да, хочется какие-то глубокие темы разбирать с помощью карт, потому что это сам инструмент очень глубокий, очень трансформирующий на самом деле. Просто на YouTube много раскладов про отношения, про то, кто что думал, кто следит. Да, это тоже интересно, но мне хочется с помощью карт копать намного глубже, чтобы люди могли улучшать свою жизнь. Ни в коем случае никак не осуждаю, что кто-то смотрит эти расклады. Я и сама их смотрела в каком-то периоде своей жизни. И я поняла единственное, что это очень все классно. Думать и знать, что о нас думают другие люди, чего они хотят или чего они не хотят. Но смысл в том, что если люди этого не делают в нашу сторону, то какой смысл об этом знать? Да, то есть, например, любит вас человек, но ничего не делает. Ну, нам от этого ни жарко, ни холодно, так сказать. Если человек это не проявляет, то какая разница, что он чувствует? То есть, соответственно, мы-то хотим, чтобы человек проявлял. И не буду долго на эту тему разглагольствовать. Все расклады нужны, все расклады важны. Я лишь о том, что мне хочется каких-то интересных тем, иногда глубоких. Возможно, это будет не очень популярно, но я надеюсь, что это станет популярно, потому что в любом случае, когда мы идем к себе, когда мы свои блоки, затыки разгребаем, мы становимся счастливее. В нашей жизни появляется больше радости, появляется то, что мы хотим. И тогда уже не важно, кто что думает на самом-то деле. И поэтому, видимо, пришла такая тема, чтобы разобрать, почему таки потух ваш огонь души. Да, это из разряда разговор с вашей душой, но мы посмотрим, чего же душа хотела на самом деле, и почему же это желание, оно потухло, что мешает возродить этот огонь. Ну и там как пойдет, скажем так. Если у вас есть какие-то предложения по темам, пожалуйста, пишите в комментариях, буду рада рассмотреть. Давайте начнем с того, что же у нас тогда почему потух почему потух огонь вашей души? На самом деле огонь вашей души очень такой всеобъемлющий, то есть вы, получается, несмотря, конечно, сколько вам лет, да, но, скажем так, в детстве, в юношестве или до какого-то момента жизни вы были очень таким страстным человеком. Здесь не в плане отношений между мужчиной и женщиной, то есть, знаете, когда говорят, что человек делает прям от души, с горящими глазами, да, то есть у вас, в принципе, было очень много идей, очень много этой страсти к жизни, да, и
вы этим всем очень хорошо управляли, и кто-то очень любил что-то придумывать, либо кто-то был очень сильным лидером в детстве, в юношестве, давайте так это назовем. И что же у нас случилось потом? Вы это прямо развивали очень хорошо, на самом деле. Вы не стеснялись это проявлять. Да, у кого-то, опять-таки, это было в детстве, то есть вы могли быть так называемым гиперактивным ребенком, то есть вам все надо было, вы исследовали этот мир, кто-то прям там и танцевал, и рисовал, и всячески проявлял творчество. Ну, например, размазать кашу по столу — это тоже для ребенка свое творчество, да, он так себя проявляет, но и у вас это все нарастало, пока у вас, ну, как сказать, не случилось что-то. У кого-то здесь конкретно предательство, кого-то прям отвергли. Давайте посмотрим, а кто это у нас был. Ну, я бы здесь сказала, что все-таки это довольно в молодом возрасте было, то есть вы со своими чувствами, со своим вот этим горящим огнем в глазах, да, вот вы к миру, к людям это все хотели проявить, но вам дали отворот-поворот. И здесь кто-то вас либо не понял, либо не принял, либо даже предал и отвернулся от вас. Скорее всего, это был какой-то молодой мужчина. Причем, если вы мужчина смотрите, то у вас это тоже может быть молодой мужчина. Друг, брат, отец, если он на тот момент был молодым, да. Что дальше? Вы свой вот этот огонь, все вот свои вот эти большие порывы масштабные, вы как-то обесценили их. Не вы, а точнее вас, да, ваши... Сейчас сформулирую, крутится на языке. Даже не то, что вас обесценили, а вы почувствовали себя обесцененными в тот момент, да, и вот ваши идеи, ваш вот этот огонь, да, внутренний, ваше творчество какое-то, проявление. Здесь не обязательно про рисовать, петь, танцевать, да, организовать работу чего-то, да, это тоже творчество. То есть любое ваше проявление в мир, какое-то позитивное, которое созидательное, которое вы несли, вы почувствовали это обесцененным, каким-то незначимым, очень мелким. То есть у вас были планы, так скажем, наполеоновские, да, а вы почувствовали, что вы как будто вот муравьишки какие-то бегают, да, а не Наполеон с войском. И вы это все спрятали очень хорошо, глубоко внутри. К чему это у нас привело? Привело это, конечно же, к страху проявляться, страху чего-то нового, страх, может быть, знакомиться с новыми людьми, что-то пробовать новое, вообще что-то выдавать из себя. То есть пошел конкретный блок на то, чтобы вплоть до взаимодействия с людьми. Это, знаете, как вот есть смешная картинка, видела недавно, там женщина наклоняется к мужчине в машине и говорит: за там $50, да, я
готова сделать все, что ты хочешь. И он ей отвечает: запиши меня, пожалуйста, к доктору, а то я стесняюсь. Ну вот, это, конечно, очень утрировано, но вот вплоть до такого может быть, да, что там, не у всех, но у кого-то вот вплоть до такого, что там не любите по телефону общаться, не любите, чтобы звонить надо было куда-то, узнавать. То есть очень дозированно вы с людьми общаетесь, и вам перестало хотеться это делать. Вы себя почувствовали каким-то изгоем, белой вороной, что вы какой-то или какая-то не такая, как все, либо не такая, как не такой, не такая, как нужно, да, что люди вас осуждают за ваши, хотя вот это все, что я сейчас говорю, это ваши выводы, которые, в принципе, не имеют правдивого основания, да, то есть я хочу, чтобы вы прям задумались над этим, действительно ли это правда. Страх осуждения может быть, что, как я сказала, не такой, не такая, как все, не такой, не такая, как нужно. Но вы как стали, знаете, еще безэмоциональны, да, закрыты, безэмоциональны, вот, может быть, ты вплоть до того, что кожа сухая, вот, и про мужчин могут говорить, что сухарь, да, вот, бесчувственный. И это, кстати, не потому, что вы бесчувственны, а потому что вот тогда было очень больно, тогда вы почувствовали себя отвергнутыми, непринятыми, и вы просто закрылись, что поняли, ну как поняли, решили, да, скажем так, что ваши чувства никому не нужны, что ваши идеи никому не нужны, что это не ценно, что это не важно, да кому это нужно. И вы решили это не проявлять в мир. Кому-то могли даже сказать: да что ты как дурачок там, да, или как дурочка тут кривляешься, или еще что-то в таком роде. Займись делом лучше, чем вот это вот свое какое-то там творчество. Этим там не заработаешь. Надо идти на стабильную работу, а не вот твои вот эти вот там порывы какие-то. Так, что у нас тут? Ну вот ваш огонь души затух и стал намного меньше. Если мы здесь берем, был и король кубковый, да, и кто у нас там, и из пажа вышли в короля кубков, а здесь уже рыцарь кубков. И иерофант. В данном случае иерофант не прочитаю не как кто-то мудрый, а тот, кто больше ушел в какие-то рассуждения, в голову, в ментал, да, что вот надо жить по-умному, а не так, как чувствует сердце, душа, да, мы же об этом как раз и говорим, что порывы души-то они закрылись. Вот вы решили, возможно, жить головой, а не сердцем. Такие решения приняли, что все это вот дудки, это все праздное времяпрепровождение, это все несерьезно. Причем, опять-таки, это может быть не обязательно про творчество. Может, вы футболом увлекались, да, играли в футбол, в волейбол, да. Это же тоже творческий подход, да, там, как кого обойти, как там мяч забить, траекторию просчитать, там хорошие знания в геометрии. Тут даже не знания, а именно вот чувствование, да, чувствование мяча, куда он туда пойдет. Это же тоже какая-то некая интуиция, предугадать момент.
тоже момент творчества. Ну, вы решили сделать из головы и башня. Я только хотела сказать. Решили делать все из головы, и все посыпалось. И башня. Все посыпалось. Все действительно посыпалось. Даже как-то, ну, если это было в детстве, вы вряд ли, конечно, помните этот момент, но, возможно, кто-то помнит, что в данном случае могло как-то и жить стало, ну, как сказать, и безрадостно, и тяжелее, я бы даже здесь вот так сказала. Жить стало сразу как-то тяжелее, унылее, если есть такое слово, более уныло, давайте так скажем. Краски как-то потухли. У кого-то могло дойти, да, до отношения такого, что вот ничего не хочу, вообще ничего не хочу, ничего не надо. Некоторая стадия депрессии, у кого-то может и депрессии, ну так получается, тройка мечей, закрытость, разбитое сердце, разочарование в себе, в других. Отлично. Ну, как отлично? Я имею в виду, продолжаем. Ну да, и вы замкнулись, не дали дальше себе проявляться так, как вы хотели бы. Стали жить обычной жизнью. Возможно, где-то, конечно, проблески у вас какие-то бывают, но в основном вы уже сами себя отговариваете, что... То есть, если раньше вам говорили, что ты там фигней какой-то занимаешься, иди чем-то серьезным займись, или там, вот то, что ты делаешь, там никому не нужно. Теперь вы сами себе это говорите. Даже когда у вас появляются какие-то шансы, вы теперь сами от них отказываетесь, и сами себя оправдываете, что то, что вы делаете, оправдываете, сами себя уговариваете, что это никому не нужно, что это никому не важно. То есть то, что вам говорили раньше про вас, теперь вы сами себе говорите. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы вернуть огонь своей души? Прям выскакивают карты, хотя очень интересные были. Вот она даже, я ее видела. Во-первых, это вспомнить все, что вы хотели раньше. Для кого-то вспомнить детские мечты, желания. И начать это воплощать, да, то есть то, от чего вы стали отказываться. Это все вспомнить, можно сесть, выписать даже, и начать это воплощать, даже если вы хотели машинку на радиоуправлении. Купите ее себе. Ну, там у кого, конечно, какие финансовые возможности, я вам накидываю варианты, да, вы уже смотрите, применяйте это к себе. Если вы хотели танцевать, запишитесь на танцы. Нет возможности записаться, включайте YouTube, танцуйте, изучайте дома. Хотели петь, идите пейте. Пейте, пойте. Хотели создавать какие-то планы, распишите в тетрадях эти планы. Возможно, у вас даже появится кому предложить эти планы. Футбол, пожалуйста, можно пойти поиграть во дворе с молодыми людьми, а есть еще и даже команды целые. В интернете можно поискать любительские, да, и вступить в какую-то команду. То есть то, что вы раньше любили, это нужно начать делать. Нужно найти способ начать это делать. Хотели шить или там нравилось шить, да, нравилось вязать, начните это делать. То есть тем самым вы начнете возрождать огонь вашей души. Да, именно. Причем, если кто-то еще осмелится это показывать,
не просто в стол делать, да, ну, если там это какие-то рисунки, что-то такое, что можно пощупать, да, ну, или если там тот же самый футбол, да, то, что вы не один там бегаете, мячик гоняете, а с кем-то, да, то есть вы показываете свои умения, показываете свои навыки или учитесь вместе с кем-то. И если вы будете это показывать другим людям, то вы найдете единомышленников, которым будет нравиться то, что вы делаете. Ну, чего не хватило, да, вот в детстве, в юношестве. Кто-то вот один вас, так скажем, отрезал, да, и пошли вот эти все решения, да, что никому не нужно, но это был только один человек. А людей-то на самом деле много, и в детстве, в юношестве мы очень любим преувеличивать, когда нам кто-то один или пару людей сказали, что вот это все какая-то чепуха, да, то, что ты делаешь. Мы почему-то искренне верим в то, что так думают все. Но на самом деле это не так. Вот прям задумайтесь, а действительно ли это так? Действительно ли все люди на Земле, сколько там это, миллиардов 8, действительно ли все люди так думают? А вот то, что вы хотели делать, найдите людей, которые это уже делают и выставляют. И вы прям, я хочу, чтобы вы вот эту связку уловили. Во-первых, вы увидите, сколько комментариев у этих людей от других людей, которые ими восхищаются, либо ими, либо тем, что они делают, да. Во-вторых, вы поймете, что вам тоже это нравится. Соответственно, вот эта установка, мы сейчас с вами очень серьезными вещами на самом деле занимаемся, прям вот конкретно перепрошивкой мозгов. То есть и вам то, что этот человек делает, вам тоже это нравится. Ну, если, конечно, вы нашли человека, которому нравится то, что вы делаете. И можно ли сказать, что то, что он делает, никому не нужно? Нет. Кому-то действительно это не нужно, но есть люди, которым это нравится, которым это нужно. И вы среди этих людей. Значит, и у вас есть люди, которые то, что вы делаете, тоже нужно, тоже будет нравиться. И хорошо, тот вариант, вот вы нашли там блогеров, и то, что по вашей теме, и то, что вот там один делает, вам, ну, не нравится. Вот вам оно не резонирует, так скажем, палитра, цвета, не знаю, просто внешний человек не нравится. Но он что, стал от этого хуже? Это, во-первых, это уже про общественное мнение, да, задумайтесь. Нет, он не стал хуже. Его творчество как-то стало хуже. Нет, не стало. Но при этом посмотрите в комментариях, у него по-любому есть люди, которым это нравится. Соответственно, вывод какой? Даже если вам не нравится, как делает какой-то конкретный человек, это не значит, что у него нет людей, которым это нравится. Да? Соответственно, то, что вы делаете и проявляете в этот мир, есть группа людей, которым это нравится, и есть группа людей, которым это не нравится. И вы не обязаны нравиться всем. Соответственно, вам нужны просто те люди, которым нравится то, что вы делаете. Вот и все. Здесь очень главная мысль, чтобы переступить через вот этот страх, да, осуждения какого-то, что вы, да, колесо фортуны, что вы кому-то не понравитесь. Да, кому-то вы не понравитесь, но это не страшно, потому что есть люди, которым вы понравитесь. А если вы будете бояться, что вы никому не понравитесь, то первое время, возможно, такие люди будут притягиваться. Ведь что мы думаем внутри, то мы получаем снаружи. Знаете для чего? А для того, чтобы вы привыкли, что вы не нравитесь людям.
То есть тогда, когда наступит вот этот момент, а мне все равно, что это никому не нравится, мне это нравится. И мне вот все равно на все эти комментарии, которые там какие-то негативные. Мне это нравится. Вот тогда вы найдете людей, которым это нравится. А может и те будут попадаться. То есть зачем нам Вселенная, так скажем, давит на наши больные места? А чтобы нам стало все равно. Если вы боитесь, что вам напишут какие-то плохие комментарии, вам их будут писать, пока вы к этому просто не привыкнете. Привыкните и скажете, что мне нравится. То есть у вас получится опора на себя, ваша самооценка будет зависеть уже не от их мнения, как они вас оценят, а изнутри будет идти. Что вы в себе уверены, вы знаете, да, вот здесь я, например, немножко поднакосячил, да, но вот в целом оно очень классно получилось. Это совершенно разная самооценка. И та самооценка, которая у вас идет изнутри, она намного стабильнее, чем та, которая идет с опорой на общественное мнение. Отлично. И вот тогда мы меняем наше разбитое сердце, разочарование на кучу идей, как минимум. За что купили, за то и продали. Отличный результат. Вот прям для кого-то дошло, и кто-то получил прям осознание, какие-то инсайты, и я прям очень рада этому. Если это вы, напишите обязательно в комментариях, я за вас еще раз конкретно порадуюсь. Именно для этого этот расклад и сделан. То есть сначала вы делаете робкие попытки, да, кому-то там знакомым, там родителям, друзьям, коллегам что-то показать. А потом это переходит уже в конкретное радостное взаимодействие с вашими единомышленниками. Что у нас за десятка мечей? Сейчас посмотрим. Это вы общественное мнение о вас, что все вас будут осуждать, что все будут писать, какой вы плохой, плохая, неумеха, неряха, там, не знаю, внешность не та, куда ты там лезешь. Вот это все проработается в то, что вы вполне можете собрать вокруг себя такое сообщество единомышленников в ваших кругах, будь то интернет, будь то какой-то офлайн. Это же не обязательно все через интернет, соцсети делать. Может, у кого-то кто-то станет организовывать какие-то события офлайн, выставки, либо сделает какую-то свою команду по интересам, да, будут ходить на выставки или рисовать вместе, или просто, да, вы начнете это все, извините, девочку надо прикрыть, слишком красивая. Вы начнете это все воплощать в мир и привлекать людей, которым это тоже нравится, с которыми вы сможете вместе развиваться в какой-то теме. От этого у вас появится еще больше вдохновения, идей каких-то. Кто-то даже, возможно, это сможет монетизировать. Так, у нас двоечка у нас на что? И вот в этом, и тогда вы этот урок проходите, и вы становитесь на ступеньку, скажем так, лучше. Да, проходите свою трансформацию, проходите урок опоры на себя. Вы себя начинаете ценить больше, проявляться, тут даже не настолько больше, а вообще проявляться. И у кого-то даже вот в очень
глобальном смысле и с большим взаимодействием с другими людьми. У кого-то это прям мастерство, да, в том деле, которое ему нравится. Даже кто-то может других людей вести за собой, обучать этому, например. Начинайте воплощать ваши, назовем это так, тайными желаниями, да, желаниями души, и тогда ваша жизнь заиграет другими совершенно красками. Другие выборы будут. В вашей жизни наконец-то появится гармония и баланс, да, как вот, знаете, согласованность души и тела. Я думаю, мы даже больше ничего выкладывать не будем, закроем это магом. Очень мне нравится. Да. Маг — это тот, кто творит сам свою реальность, тот, кто несет ответственность за свою жизнь, тот, кто проявляет свои дары и таланты, развивает их, тот, кто опирается прежде всего на себя, на свои чувства, на свое чувствование, да, интуицию так называемую. Вот. Я думаю, что это был очень классный расклад. Я даже рада, что я не взяла те темы, то, что спросила карты. И я надеюсь, что он сможет разжечь сердца очень многих людей, чтобы это воплотилось. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, это помогает очень сильно видео и каналу, и мне очень приятно, что я вижу отклик от вас, да, что это действительно вам нужно, что вам это нравится, и мы с вами тогда будем продолжать путь к себе. До новых встреч. Все, всем пока-пока.